Добрый день, дорогие друзья! Всем привет-привет! В этот солнечный весенний день я хочу заняться георгинами. В этом году я выкопала их не так много, но зато это огромные головы разросшихся клубней. И сейчас я хочу эти клубни освободить и положить их на проклевывание почек в комнатных условиях. На улице еще не очень тепло, но в принципе уже можно было бы и в землю их посадить. Но мне показалось, пусть немножко почки прорастут, а потом уже я их раскидаю в землю. Только жизнеспособные клубни, которые будут с почками. Уникальный Yellow Star, желтая кактусовая георгина, очень похожая действительно на длиннолучевую желтую звезду. А вот после зимовки, когда я достала голову клубней после зимнего хранения у меня на лоджии, очень огорчилась, даже, можно сказать, чуть не расплакалась. Это было ужасное зрелище. Куча клубней в ссохшейся земле, местами подгнившие, борода засохших прошлогодних корней и корешков. Мне казалось, что оставить клубни в коме земли – хороший способ сохранить это растение в зимний период в квартирных условиях. Завязала мешок и закинула в угол. А вот весной собрала себя в кулак и принялась за работу. Отмывать, отсекать, обрезать. В итоге получила много посадочного материала и кучу отходов. В квартирных условиях довольно сложно сохранить вот эти клубни целыми, поэтому я эти головы я их не потрошила, а вот выкопала в таком виде. Представляете, что это такое? Тут уже начали прорастать ростки. Ну, я надеюсь, они не все тут проросли. Есть еще чему прорастать, потому что это плоховатый материал. Видите, как все запущено. Из таких белых ростков будут слабые побеги. Ну ладно, давайте приступим. Освобождаем от земли, которая нужна была для того, чтобы наши георгины хорошо перезимовали. Вот тут я, по идее, те клубни, которые подгнивают, вот эта вот картошка, она подгнивающая, их надо удалять. Вот видите, картошка подгнивает. Клубень георгина. Все остальное вроде выглядит довольно-таки целым. Я их не промываю осенью, потому что им предстоит довольно-таки сухая зимовка в квартирных условиях. И вот этот вот стебель, мы его сейчас укоротим. Он такой трухлявый. То, что не пригодится, срезаем. Вот эти мелкие корешки прошлогодние. Так, вот примерно что получилось из желтых георгинов. Пока белые ростки не убираю, там видно будет, как говорится. Вырастут, нет, значит, еще появятся. Ну, потом предстоит водная обработка марганцовкой. Вот. И, собственно говоря, положим георгинчики на недельку, наверное. А может быть, и не положим, а сразу пойдем прикапывать в землю. Посмотрим на погоду. Сейчас, по крайней мере,
тепло, пока светит солнышко, но ночью бывает прохладно. Плюс 2-3 градуса – это маловато для георгинов. А днем 14, 15, 16. А это большой красивый георгин фиолетового цвета с белой окраской по краям лепестка. Очень красивый, такой пестролистный, крупного размера. Ну, тоже сейчас поделим эту большую голову и поставим тоже эти клубни на проращивание. Друзья, это георгины из моего палисадника. Он обалденно большой. Таких георгинов я еще не встречала. Возможно, я вырастила его, игнорируя всяческие садоводческие правила. Но то, что выросло, меня потрясло. Прохожие останавливаются, завороженно смотрят в его сторону, потому что нельзя быть красивой такой. Кстати, как правильно говорить, георгина или георгин, то есть мужского или женского рода? Мне резало слух, когда я слышала название этого цветка в женском роде. Однако в Википедии сказано, что правильнее все же употреблять в женском роде. Попробую перейти на это правило, хотя употребление в мужском роде также допускается. А ведь и впрямь эта красавица так и просится называться особой. Пышнотела, кудряво, кокетливо, может быть совершенно разных размеров, сорта, и при этом всегда восхитительно. В прошлом году в моем палисаднике было много сортов георгин, однако этой весной я ограничусь только 2. Негде хранить клубни, поэтому будет только эта пестролистная красавица. Не нашла название ее сорта, если знаете, напишите. Вот этот росток мы удалим, почистим и оставим те, которые будут расти от стебля стержневого, от шейки клубней. Эти росточки мы будем оставлять, а все остальное удалим. И легким сбрызгиванием, точно так же, как у нас картофель на проращивание весной выкладывают, также мы выложим наши клубни. Дорогие мои, а если вы досмотрели это видео до этого места, то вам положен приз. А приз – это удивительные факты о георгине. А вы знали, что георгина – это овощ, и это факт номер 1. Удивительный. Да-да, ее клубни считаются съедобными и по вкусу, говорят, напоминают что-то среднее между картофелем и редисом. Я не пробовала, и вы будьте осторожны, потому что, говорят, именно дикий сорт георгина съедобный. А так, в общем-то, это действительно любопытный факт. Кстати, георгину в процессе роста окучивают, как картошку. Тогда клубни будут крепче. В стародавние времена из-за содержания в клубнях фруктозы и инулина георгину использовали как пищевую добавку при заболевании сахарным диабетом. Кстати, некоторые растения наделены свойством регулировать уровень сахара в крови. Георгина относится к этой группе. А вот еще одна вещь – это легенда. Люблю легенды про цветы. Георгина раньше считалась королевским цветком и могла расти только в королевском саду. Многие садовники строго чтили этот запрет, но однажды он был нарушен. Молодой садовник похитил клубень георгины и посадил этот цветок под окнами своей возлюбленной. Однако на него донесли, и юноша был брошен в темницу. Он очень сильно страдал, но однажды ночью ему во сне явилась возлюбленная. К груди она прижимала цветок георгины. Она сказала ему, что ей удалось получить семена, и она рассыпала их по всем дворам.
Так что теперь прекрасные георгины цветут во всех дворах. Этот сон принес облегчение бедному садовнику. А вскоре злой правитель умер, и юношу выпустили на свободу. Идя навстречу к своей возлюбленной, он заглядывал во все дворы и видел неописуемой красы георгины за заборами. Ну, конечно же, влюбленные поженились, и им на свадьбе дарили георгины как символ неувидаемой красоты и жизнестойкости. А впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Смотрите на моем канале дальше видео, что я делаю с клубнями георгинов, чтобы они проросли и как можно раньше зацвели и радовали нас своей красотой. Смотрите дальше. Друзья мои, это желтый георгин. Вот сколько получилось посадочного материала. Приступаем к мытью и замачиванию в марганцовке на 20 минут. А это вот мой королевский сорт, так сказать. И он тоже будет отмываться. Я не смешиваю с желтыми, чтобы мне было понятно, что это не желтый. Хотя по внешнему виду корни отличаются. У того более светлые, у этого более темные. Итак, моем. Наливаем воды. И пусть отмокает земля. Хотя картошку перед посадкой не замачивают, но, может быть, немножко ее сбрызгивают. Хотя, по-моему, даже и не сбрызгивают, просто раскладывают, и она прорастает за счет влажности, сохранившейся в клубнях. Клубни засыпала влажными опилками, прикрыла полиэтиленом, чтобы не пересыхали, и поставила на проращивание, поскольку глазки еще не проросли. Хотя моя желтая звезда, конечно же, вы сами это видели, поспешила отрастить длинные бледные плети стеблей. Придется их срезать, так как жизни в них будет маловато. Так что пусть будет свои почки и не думает увильнуть, со мной не поспоришь.